Всем привет. В общем-то, состоялся долгожданный релиз Белауса. Я не буду слишком много вдаваться в подробности в этом видео, как я обычно это делаю в обзорах. Не вижу в этом огромного смысла, потому что обзоры смотрят не так много людей, и я думаю, что досконально о персонаже говорить смысла никакого нету. Просто покажу автоатаки, покажу скиллы, выскажу мысли по поводу персонажа. Обязательно покажу огромное количество технических проблем, которые есть у персонажа. Также хочу отметить, если вы хотите смотреть видео в английской озвучке, то проверьте закрепленный комментарий под видео. Там будет ссылка на видео с английской озвучкой. Давайте начнем с простого, посмотрим на его автоатаки. Всего их 5 штук. Что стоит сказать касательно автоатак? У Белауса есть неочевидная 5-я автоатака. Все, что вам необходимо сделать, просто ее зажать. Я зажал 5-ю автоатаку, и вместо зеленого эффекта Белауса наносит удар с синим эффектом. Этот удар, он имеет гораздо большую дальность. Давайте посмотрим теперь на его первый скилл. Это напрыжка, которую никак нельзя контролировать. Куда вы направили Белауса, туда он прыгнет. Никаких вариаций у первого скилла нету. Продолжение первого скилла выглядит следующим образом. Соответственно, как вы можете понять, у первого скилла есть проблема с тем, что вы зачастую будете просто перелетать противника, либо же будете достаточно близко приземляться к нему, но при этом не задевать. Визуально вы задеваете противника, но хитбокс достаточно маленький. А сейчас для примера посмотрите хитбоксы Джека и скажите, вообще это адекватно или нет. Я не понимаю, почему такие простые вещи, как хитбоксы, не могут скорректировать, чтобы персонаж был адекватным. Возвращаемся обратно к Белаусу. То есть, как вы понимаете, есть проблемы с первым скиллом, вы будете часто им промахиваться, часто вы будете дропать. Продолжение первого скилла в целом хорошее, подходит для того, чтобы сетапить с 5-й автоатакой. Давайте теперь посмотрим на второй скилл. Вот так он выглядит. На непродолжительное время оглушает противника, ну и, соответственно, открывает продолжение. Дальность продолжения не то чтобы большая, примерно середину арены пролетает Белаус. Соответственно, как вы могли заметить, во время использования второго скилла также меняется и первый скилл. По факту это та же самая напрыжка, только здесь королевская воля, скорее всего, имеет приоритет над красным щитом. Давайте сейчас сразу попытаемся узнать, так ли оно или нет. Может быть, она даже ловит логию. Как вы можете заметить, логию он также может поймать. Давайте попробуем, в принципе, использовать первый скилл обычный. Оказывается, первый скилл и в простой форме сбивает. Вы, кстати, обратили внимание, меня почему сейчас не сбило с ног? Наверное, какой-то баг. Уж не знаю, связан ли он как-то с Белаусом или же баг со стороны Акайну. Первый скилл имеет возможность выбивать логию, ну и, соответственно, также, скорее всего, у него и приоритет над красным скиллом есть. Давайте проверим на всякий случай. Не получается пробить красный щит. 2 вариации первого скилла имеют возможность поймать логию, но без королевской воли первый скилл не имеет возможность пробить красный щит. Такой вот нюанс. Давайте сейчас попробуем посмотреть на продолжение первого скилла. Не получается пробить красный щит. Давайте сейчас я триггерну продолжение второго скилла и посмотрим. Не работает. Пробить красный щит он не может. Давайте сейчас тогда логию посмотрим. Теперь давайте еще скажу по поводу второго скилла. Второй скилл можно зажать. Казалось бы, что здесь может быть несколько фаз во время зажатия, но нет. Чем раньше вы отпустите, тем лучше. До конца держать смысла никакого нету. Только если вам нужно как-то минимально скорректировать направление скилла. Сейчас обратите внимание, я буду использовать скилл в левую сторону и буду выводить его максимально прямо в сторону Акайну. То есть, видите, где-то примерно, ну даже, наверное, не 45 градусов, наверное, где-то градусов 40-35 можно повернуть со старта анимации. То есть, если вы хотите скорректировать на достаточно большой угол, то вам нужно уже в начале анимации это делать, потому что если вы будете корректировать направление под конец вот здесь, я нажимал налево, но скорректировать практически не удалось. Вот этот скилл — это контратака. Выглядит он вот так. Открывает сразу вариацию первого скилла с королевской волей. И также открывают новую вариацию второго скилла.
Он на непродолжительное время оглушает противника. Если вы будете использовать скилл, вот, например, на таком расстоянии, то при использовании дэша зачастую вы просто не успеете подбежать к противнику и продолжить комбо. После того, как вы законнектили второй скилл, лучше сразу же прожимать продолжение скилла, либо же использовать первый скилл. Восстановление, то есть кулдаун, распространяется на все вариации этого скилла, то есть не получится спамить сначала этим набором скиллов, а потом использовать это и уже спамить другим. Хотя, обратите внимание, здесь по какой-то причине сейчас я мог использовать второй скилл. Интересно, почему? Так, в общем-то, я записываю это уже на следующий день. Эта история с общим кулдауном на этих скиллах заставила меня чуть больше потратить времени на то, чтобы разобраться. И, как мне кажется, я выяснил неочевидную вещь. Если мы используем это, то у нас везде общий КД. Вчера я потратил где-то минут 15 на то, чтобы понять, как это работает, и кое-что мне удалось выяснить. Можно сказать, я разработал идеальный способ, при котором у вас будет огромное количество скиллов при минимальном количестве времени. Но для этого надо соблюдать определенные условия. Первым делом вы должны использовать скилл с контратакой. Таким образом вы получаете две вариации на первом и на втором скилле. Соответственно, что здесь важно знать? Вы должны знать кулдаун второго скилла и знать кулдаун первого скилла. Кулдаун у второго скилла 15 секунд, кулдаун у первого скилла 12 секунд. Для того, чтобы максимально эффективно использовать то, что я сейчас покажу, вы должны эти моменты помнить и ориентироваться именно на кулдаун. Для чего нам необходимо знать кулдаун первого и второго скилла? Дело в том, что когда вы используете скилл с контратакой, вы будете ориентироваться именно на время кулдауна скилла с контратакой. Поскольку у второго скилла кулдаун составляет 15 секунд, после того, как вы используете контратаку, лучше использовать второй скилл именно на 12 секунде. Соответственно, первый скилл после использования контратаки лучше использовать на 9 секунде, то есть сейчас. Для чего это необходимо? С такой калькуляцией времени кулдауна, не знаю, предусмотрено ли это разработчиками, или же я просто нашел какой-то абуз, но дело в том, что если у вас успевает восстановиться контратака, и вы успеваете использовать вариацию второго или первого скилла прямо перед откатом основных первых двух скиллов, то кулдаун не сбрасывается. То есть кулдаун получается не общий. Давайте сейчас я вам наглядно покажу сразу для двух скиллов. Видите, о чем я говорю? Таким образом, у вас получается сразу 4 скилла, которые вы можете в момент использовать. В других случаях вы не сможете позволить себе так быстро друг за другом использовать сразу несколько вариаций первого и второго скилла. Надеюсь, я более-менее нормально объяснил. В принципе, вы можете сами, основываясь на том, как я использовал скиллы, попробовать. Ну и я думаю, принцип поймете, если вам это необходимо. Давайте сейчас вернемся обратно к самой контратаке. Соответственно, если вы нажимаете контратаку и противник вас не атакует, вы можете либо зажать контратаку, либо же нажать повторно, и, соответственно, Белоус сделает два вот таких удара. Либо же один, в зависимости от того, насколько долго вы держите кнопку. Смотрите. Видите, я достаточно быстро ее отпустил, и, соответственно, Белоус сделал один удар. Соответственно, когда вы успешно ловите противника в контратаку, обратите внимание, вы делаете все ровно то же самое, наносите либо один, либо два удара в зависимости от того, насколько долго вы держите кнопку, но при этом получаете красный щит. Давайте посмотрим на активные скиллы. Первый активный скилл выглядит вот так. Хотелось бы, возможно, в какой-то момент, чтобы он получал красный щит. Для сетапа, конечно же, это не особо подойдет, потому что, ну, сами понимаете. Единственное, что стоит отметить, что после первой стадии можно уйти, в общем-то, не дожидаться второй стадии активного скилла. Потому что если вы будете использовать этот скилл до конца, вы достаточно долго будете стоять на месте. Второй активный скилл, в принципе, неплох. Вот так он выглядит.
очень хорош для того, чтобы ловить летающих противников по типу Санджи. Его можно также на какое-то время зажимать. И обратите внимание, Белоус получает на еще более продолжительное время красный щит. Ну и, соответственно, стоит сказать, что данный активный скилл очень хорошо использовать на восстановлении противника. Но опять-таки надо опасаться противников, у которых есть захват или оглушение. Ну что ж, это, в общем-то, все, что касалось обычных скиллов. Давайте посмотрим на его специальные скиллы. У него их 3. Попытаюсь объяснить, каким образом вообще их открывать. Дефолтный, обычный специальный скилл выглядит подобным образом. Этот специальный скилл очень часто дропается. Вот сейчас обратите внимание. Вот здесь я, допустим, захотел его использовать, и противник просто дропается. Соответственно, для того, чтобы активировать второй специальный скилл, надо использовать определенные скиллы. Зажать второй скилл, и после этого использовать первый скилл с королевской волей. Ну что ж, давайте тогда посмотрим, в принципе, на специальный скилл, как он выглядит. Ну и остался последний, третий специальный скилл. Честно говоря, как его правильно триггерить, я не совсем до конца понимаю. То ли нужно использовать идеально контратаку, то ли же надо иметь шкалу специального скилла для того, чтобы в моменте, когда тебя поймал противник, использовать вот этот вот скилл. То есть тут какой нюанс? Вас противник именно сначала должен поймать, и вы после того, как вас поймали, должны сразу же среагировать после первого удара. То есть вам должны обязательно нанести урон, как я понимаю. Видели, да? Но при этом у меня не появился третий специальный скилл. Вы должны постепенно поднимать специальный скилл. То есть, если вы хотите третью вариацию специального скилла, вы должны постепенно это делать. То есть, вы должны сначала использовать вот этот скилл, потом использовать этот скилл. Вы открываете вторую вариацию специального скилла. Причем, обратите внимание, вы не можете использовать вторую вариацию скилла, иначе вы потеряете серию. То есть, мы вернулись к первому. Давайте тогда все-таки попробуем довести эту серию до конца. Используем, получается, второй скилл. Используем первый скилл. Видим, что у нас специальный скилл поменялся. Используем контратаку. Ждем атаки противника. Контратакуем и видим, что открывается третья вариация специального скилла. И вот так она выглядит. Соответственно, вот такие вот нюансы существуют со специальными скиллами. Вроде бы все показал, про все рассказал. Осталось показать только ульту. Давайте посмотрим. Расстояние достаточно маленькое проделывает Белоус, когда ее использует. Ульта выглядит, конечно, красиво, ничего не скажешь. В целом, наверное, особо больше говорить не о чем. Как я и говорил ранее, я также покажу примеры того, какие проблемы у Prime Белоуса есть. Все эти проблемы я продемонстрирую. Не знаю, насколько они будут полезны для разработчиков, потому что, ну, сами понимаете, разработчики все-таки на ютубе, я думаю, не сидят, но, тем не менее, проблемы, которые существуют, осветить нужно, хотя бы для тех людей, которые будут его крутить и планируют играть на нем. В целом, если говорить по персонажу, то мне визуально он нравится, мне нравится, как выглядят его скиллы, мне нравится импакт от его скиллов. Персонаж получился не ломанный, получился достаточно честный, справедливый, скажем так, если оценивать его от 0 до 10, где-то 7 из 10. Больше дать персонажу, к сожалению, не могу, даже, наверное, не из-за вот этих всех технических проблем, которые я испытал во время игры на нем, а просто я понимаю, что по сравнению с оригинальным Белоусом все-таки уступает ему по силе, уступает ему по силе сетапов. У Белоуса оригинального сетап с помощью продолжения второго скилла по сей день является невероятно мощным инструментом для того, чтобы начать новое комбо. То есть я вот про вот это вот продолжение говорю. Нету каких-то нелепых моментов, где он перепрыгивает противника там или роняет его как-то излишне много. Он стабильный, сильный и просто в использовании по сравнению с Prime Белоусом. В общем-то, у меня на этом все. Огромное спасибо, что смотрели. Обязательно пишите комментарии, оставляйте отзывы касательно Prime Белоуса, что вы о нем думаете. Ну и увидимся в других видео. Всем пока-пока. Two.
全員俺の顔を。